тяжелая ночка. Слушай, как тебя зовут? Меня зовут Белов, а ты? Я Кичанков. Зомби? Хотя, может, комбайны? Нет, ты вообще понимаешь, что происходит? Массовые суициды, люди толпами. Я понял. Какой-то древний сериал, там, после эпохи убивает людей. Так было написано в вопросе. Вот в этом-то и загвоздка. Убивает ли сериал людей или что-то другое? Что именно? Не знаю. Ладно, погоди. Мы же не одни будем на этой операции. Мы и еще 3 агента. Команда решила завлечь элитный кадр из разных отделов. Древний сериал, суициды. Нихуя, короче, непонятно. Планируется что-то серьезное? Когда мы приедем, нас должны связать с координатором. Думаю, что-то да приснится. Ладно. Эх, тяжелый дождь. Блять! Фиксирует одну из крупнейших напастей нашего времени. И нет, это не второе пришествие Альянса. Нечто более осязаемое. Массовые смерти. За прошлый день общая цифра погибших возросла до 4000. Власти до сих пор не дали внятного ответа. Однако, эксклюзивно для нашей программы мы наняли датамайнеров. И вот что они откопали в глобальной нейроскане. Некий Humanitarian C планируется вот-вот в штаб-квартире агентства внутренней разведки Сайберверга. Ею будет руководить скандально известный министр. Наконец-то. Присаживайтесь. Начнем брифинг. К сожалению, первая новость плохая. Агент Брейн не отзывается уже битый час. По всей вероятности, он убит. Он не успел даже до штаб-квартиры доехать. Убит? Каким образом? Я узнал об этом буквально час назад. О деталях пока нечего сказать. Никто в офисе, кроме вас и меня, об этом не знает. И его убили за участие в нашей операции? Все по порядку, агенты.
Давайте быстро пройдемся по последним событиям. За прошедшие 2 недели зафиксировано 7 случаев необъяснимых смертей. Все жертвы имели доступ к одному источнику информации. Сериалу «Конец человечества». Предварительный анализ показывает, что он является ключевым элементом происходящего. То есть просмотр сериала каким-то образом связан со смертями? Да, но механизм пока не ясен. А потому цель нашей операции – создание полноценного айсберга этого сериала. Айсберга? Полный анализ всех уровней информации, от очевидного до скрытого. Мы должны понять, что именно в этом сериале запускает смертельный механизм. Но сначала ваше текущее задание. Расследование места смерти, квартиры агента Брейна. Поиск улик, любые аномалии, любые связи с сериалом. Особенно обратите внимание на электронное устройство. Когда выдвигаемся? Немедленно. Машина уже ждет. И помните, соблюдайте протокол безопасности. Если наши подозрения верны, никто из вас не застрахован от подобной участи. Вопросы? Тогда за работу. Прием, вы в лифте? Мы на месте. Гражданин, отойдите. Мы с ордером. Двигай отсюда, шнырь. Ублюдок, отойди от дверей. Сучара! Стреляем все, что движется. Стоять на месте. Руки. Ты еще, блядь, кто? На разворот, парни. Чисто. Первая квартира. Чисто. Продолжайте поиски. Вас понял. Последняя квартира на этаже. Он должен быть здесь. Заходим. Прием, доложите обстановку. Цели не найдены. Проверьте ванную комнату. Вас понял. База. Агент Брейн найден. Доложите статус агента. Агент 200. Переройте всю квартиру. Промониторьте электронику. Вас понял. Выдвигаемся, парни. Игоцу, мы нашли кое-что интересное. Документация о конце человечества. Тут наброски и какие-то заметки. Бинго! Везите это все на базу. Понял, выполняем. База. Покидаем апартаменты. Документы у нас. Принято. Возвращайтесь, господа.
Сейчас буду. Звали, сэр? Реконструктор готов. Мы переходим к следующему этапу. Вызывай агентов. У меня для них работа. Вас понял. Приступаю немедленно. Слушаю. Да-да? На месте. Внимаю. Доброе утро, агенты. Предварительные анализы у меня на руках. Наши ученые пришли к следующей модели. Для того, чтобы понять, что именно убивает людей после просмотра сериала, нам нужно реконструировать конец человечества, то бишь этот сериал. Так, и как нам это сделать? Нарушение в MCU логике. По сути, это ошибки, пробелы информации, которые мешают нам восстановить определенный фрагмент сериала. Как вы понимаете, сериал состоит из множества таких фрагментов. Как только мы заполучим необходимую информацию, мы сможем оцифровать ее и исправить MCU брешь. Сделаем так несколько раз, и идеально реконструированная копия сериала будет у нас на руках. А там мы и сможем узнать, что в этом сериале такого травмирующего, что у людей бошки отрывает. А коим хером тут слово айсберг в этой операции? У айсберга есть верхушка, нечто очевидное, и низина, нечто глубоко уходящее в пучину вод. Мы начинаем с MCU бреши, которые поддаются нашей логике. Но чем дальше мы идем по фрагментам, тем сложнее будет подбирать решение этим брешам. Считай, это все многоуровневая, растущая по сложности головоломка. Все готово? Да, пойдем. Слушайте, А чё это мы так? с печки собираемся. Командование передало новость. Говорят, там снаружи через пару дней будет гипербуря. Нам не поздоровится, если мы под нее попадем. Снаружи. Прием, парни, на связь. Егоцев, слышим вас. Как вам там? Костюмы не жмут? Погода в невозврате нормальная? Невозврат. Ну и название. Невозврат. Вторая земля. Запределье. По-простому внешний мир. Пустошенный безжизненный мир, все верно. Вам эта тема вообще интересна? Если относится к нашей операции, то да. Значит, по тем данным, что мы успели проанализировать, конец человечества был снят точь-в-точь под начало вторжения Альянса. Мы еще не восстановили видео и аудиофрагменты сериала, поэтому пока нельзя сказать, как это было с их стороны. Погоди-ка. Пока весь мир воевал с Альянсом, они как ни в чем не бывало занимались съемками? По текущим данным так и есть.
Вторжение Альянса. То самое 50 лет назад? Именно так. Наш мир так и не оклемался с тех пор. Вторжение Альянса, конец человечества. Напомните, что мы забыли в старом Биг-Сити? Два нарушения MCU логики, помните? Они мешают нам установить первый фрагмент сериала. Нам нужны данные по двум вещам. История Биг-Сити за последние 50 лет и пропажа зомби. Быстрее будет, если мы разделимся. Таков был план. Значит, Тагожин с Беловым, Киченков с Сардиниксом. Наконец-то. Крайняя, походу. Дальше бога нет. А он был? Говорят, тут связь плохая. Комбайнерские глушилки до сих пор по городу стоят. Чистейший воздух. Навевает воспоминания. Я тут без шлема и пару минут не протянул. Ты, я так понимаю, родом из невозврата? Было дело, да. Работал в Биг-Сити. Вот только я не застал вторжение Альянса. Приехал, как только к власти пришли радикалы. По поводу нашего плана. К слову, тебе говорили про содержимое нашего кейса? Может быть, у клиентов появятся вопросы или еще что-то? Нет. Никосу сказал, что местного обо всем предупредили. Нам лишний раз объясняться не придется. Понял. Биг-Сити. Удивительное место. Здравствуйте, я Кирк. Вы из Сайберберга, агенты, так ведь? Да, я Белов. Это агент Тагожин. Это у вас псевдонимы такие? Хотя неважно. Груз у вас? На месте. Что ж, для такой опасной вылазки нам нужна карта этого архивариума и пропуск у властей. Давайте на рынок, я все устрою. Конечно. Пойдем к машине. И если не секрет, что вам нужно в архивариуме? Просто все, что я слышал про него, так это то, что люди выходят оттуда другими. Конец человечества. Знакомо? Типа то, что случилось у нас. Думаю, если пройтись по старым газетам, то... Это сериал. Вышел 50 лет назад. Снимали его предположительно здесь, аккурат по вторжению Альянса.
Вторжение Альянса? Нет, нет, оно случилось раньше. По крайней мере, мирное. Угу. Мы это запишем. Ну, вы, друзья, конечно, киноманы. Жертвуют своим здоровьем ради сериала. Ну, то есть, негласные причины. Я думаю, это обговаривалось ранее. Ладно, не буду мусолить. Наш блошиный рынок. Особо не заглядывайтесь, если время дорого. Нам туда. Идем. Код Хайбена. Погодите, вернее, код 2.0. Серый Союз. Пойдите. Я пока схожу за картой, буду ждать вас вот у этого столба. Давай, удачи там. Опа, Сайберберг, садитесь, садитесь. Мистер Дэн. Прямо по адресу, давайте, показывайте. Как дошли? Вас там мародеры не накрыли по пути? Без казусов. Товар у вас? Конечно, не буду медлить. У вас все-таки очень плотный график, мне передали. Гипербуря, говорят, скоро накроют Биг-Сити и всю округу. Сайберберг в том числе. Наш город хоть и шаткий, ветхий, разбитый, постоянные стычки с комбайнами, гипербурю все же переживем. Угу, вижу. Так. Опа! Ха-ха-ха! Это мой личный подгон вашему координатору. Передадите ему. Фух. Так, а наши где? Забирайте. И да, жопу ставлю, вас никто не тронет. А чуть что, мы их сразу в бетон. Рад это слышать. Надеемся, что ваш город восстановится. Сайберберг в этом, мы уверены, поможет. Ну, и как все прошло? Без проблем. А этот Дэн, местный глава или... Да нет, он просто рынком этим владеет. У него хоть и огромные связи, но особой власти нету. Слишком он бандос, что ли. Ладно, поехали уже к архивариуму. Секунду, ждите моего сигнала.
Ладно, карта у вас есть. От маршрута не отходите, а то не выберетесь. Чтобы вам там не было нужно, надеюсь, все пройдет гладко. Спасибо. Работаем. Нужно топливо. Ага. Так. Теперь можно двигать к цели. Сколько мы уже тут бродим? Где-то часа 2. Подожди. Мы близки к первой цели. Чуть дальше и направо. Ладно. Слышишь? Кажется, это знак. Нам направо. Как думаешь, немало ли нас для этой операции? Имею в виду проект айсберга. Нас избрали за хорошую статистику, прошлые успехи и опыт. Я думаю, даже при наихудшем исходе у нас будет какой-никакой результат. Просто странно, что нас
Шинги вместе с Беловой не отправили в одну группу. У меня тут куча файлов о каких-то трансгуманистических экспериментов. Отправляю в локаль Альфа. У тебя там что? А ты как думаешь? Рапорты, газеты, переписки. Одна бумажная волокита. Из интересного, оказывается, эти мордовороты имели хорошие связи с правительством. Они буквально по городу разгуливали, как ни в чем не бывало. Вот только потом их резко перемкнуло, и началось то, из-за чего мы тут концы с концами еле сводим. Интересно. Как это лежит концом человечества? Получается, они начали снимать свой сериал все же после начала войны. Мирное вторжение. Так вот о чем говорил Кирк. Поймем, когда выберемся. Отправляю свою в локаль Альфа. Идем? Нужно взломать. Погоди секунду. Так, я выгружаю данные, ты собирай сэмплы. Понял. Я выкачал данные, перекинул нейрозаглушку, бета-канал. Блять! Думаешь, это знак? К чему? Вряд ли. Что бы тут ни было, оно уже мертво. Сколько времени уже прошло-то? К тому же проект был неудачным. Вторжение Альянса помешало им сделать совершенную версию. А там их всех и перебили. У них ведь несколько модификаций. К тому же они могут адаптироваться. Ну и? Забей. Давай лучше посъебам отсюда. Мы ведь ничего тяжелого не брали? Гул все громче и громче. На нас передовая броня. Ни Альянс, ни местного ГПТ нас не пробьют. Мне вообще кажется, что все это какая-то странная акустика, а не реальные люди. Что, если это запись? Неважно. Вторая цель. Прямо.
Так, ты бери снимки всего, что видишь, а я пойду выкачаю все логи. Закончил? Работаю над этим. А что там с логами? Насколько я понимаю, власти хотели создать единый разум и подключить к нему весь город. За этим им нужна была помощь Альянса. Не сработались, что ли? Об этом должно быть у третьей цели. Ладно, я отправил все файлы в локаль. Продолжаем? Идем. Прием, Егоцу. Мы собрали данные, ждем указаний. Агент, из-за приближающейся гипербури нам стоит пересмотреть план. Я обновил ваши карты. Глубоко под землей есть железнодорожное соединение. Это лаборатория из Биг-Сити. Отправляйтесь туда, а уже в Биг-Сити вас подберет первая группа. И оттуда уже все поедут на эвак. Приняли. Нужно установить бэкдор в северной. Это пару коридоров отсюда. Кто из нас пойдет? А давай-ка на камень, ножницы, бумага. Повезло, повезло. Ладно, жди здесь. Не обоссысь. Ну, конечно. Готово. Ну все, жду тебя. Проверю карту. Не можешь же? Хор прекратился. Здесь и правда есть кто-то живой? Обычные мародеры. Наша проблема сейчас – это стена. К черту это все. Погоди, ты ведь даже не... Что? Сука. Дерьмо. Блять, как это остановить? Что за выстрелы? Что там у тебя? Комбайнер из воздуха появился. Сука, платформа движется. Я ее никак не остановлю. Сукин сын.
sensation. Body free, generate the foundation. Yeah, a magical mystery thing. Check it out, yeah, the hit housing. Time, the new astrology. Magical things combine history. Flow from the head top case. Education, why we take great. This one, the house transmission. Everybody, write your decision. Listen up, sister. Pull up on the trigger. Dance with your body. Wiggle that finger. Round around, smooth like Goldfinger. We get down, we get to the fever. Что? Как? Тогожин? Проснитесь, агент! Данную уцелели? Багдура нейтрализовали? Будь четверть спадкового из серебра. Нет. Другой протокол. Нужно понять. Окей. Локаль восстановлен. Кирк, нам нужно ехать. Я свяжусь с базой. Нам нужен эвак. Срочно. Конечно. Я понимаю. Поехали. А Белоу? Мертв. Твоя карта липовая оказалась. Сука. И он... Прием. Свяжитесь с координатором. Проект «Айсберг». Конец человечества. Данные... Игоцу, агент Белоу. Тогожин, тебе необходимо... Мертв. Подробности передам на базе. Агент на связи. Немедленный приказ. Блять, только не это. Обстрелы головокружками. Агент, нам нужно ехать. Альянс сейчас будет активно кошмарить население. Не периодически таким промышляют. Это еще что значит? Ай, да похуй, едем, быстро. Прием. Агент Тогожин. Приказ убить Кирка. Убить местного. Сменить курс. Перед вами засада. Слышно? Игоцу, как проходит операция? В Биг-Сити начались сильные перебои со связью.
Скорее всего, Альянс плюс начавшаяся гипербуря усиливают помехи. Из того, что сейчас известно, один агент 200-й. Тагожин пойман в засаде, статус неизвестен. Ардиникс и Киченков должны вот-вот объявиться в складской зоне Биг-Сити. Я попробую с ними связаться. Мы получили хоть какие-то данные из этой авантюры? Мы занимаемся дешифровкой того, что было отправлено в локаль. Но соединение из-за гипербури может прерваться в любой момент. Нам нужны физические носители, а не у агентов. Удивительно. Ягоцу, нам нужны эти данные. Свяжись с группой Ардиникса и узнай статус Тагожина. Собери их немедленно. У края мира. Мы вышлем туда экстренный эвак. Дальше по ситуации. Приступаю немедленно, министр. Да что же там такого на этой кассете? Блять. Количество смертей перевалило за 10 тысяч. Пресс-служба главы агломерации успокаивает всех. Мол, еще немного, и они найдут ключ к разгадке. Конец человечества. Интересно. Прием, это агент Ординикс. Айсберг, конец человечества. Ягоцу, слышишь? Ординикс? Слышу, говори. Агент Киченков мертв. Подробности опишу на базе. Вся инфа у меня, каковы указания? Агент Тагожин находится где-то в черте города. Он попал в засаду. Есть все шансы, что он еще жив. Я отправил тебе его последнюю известную геолокацию. Конечная цель – добраться до края мира. И эвакуироваться оттуда, пока гипербуря вас полностью не отрезала. Понял, выдвигаюсь. Алло, нужна поддержка, координаты отправил. За мной бегут какие-то упыри, сука. Спасибо. А где Киченков? Мертв. Ардиникс, отправляйся обратно на склад вместе с Тагожиным. Агентство пока продумывает ваш путь эвакуации. Приняли. Все пули на них истратил. Агенты, по тем данным, что мы успели проанализировать, Если коротко, коротко, я отправил вам координаты. там должен быть неисправный, но пригодный к ремонту вертолет Альянса. По пути вам нужно разобрать... То, что осталось от вашего фургона.
И сколько времени уйдет на ремонт? Успеем ли мы вообще, учитывая тенденцию гипербури? Из всех точек это предположительно должна быть с наименее поврежденной техникой. Предположительно. И где вы нашли все эти точки? Откуда данные? Неужто... Все, что мы успели дешифровать из локали Альфа. Пока гипербуря не прикрыла наш спутник. Агенты, я понимаю ваше... Ваше недовольство. Однако я лишь доношу приказы правительства. Наша последняя надежда Фортуна, получается. Все богатство мира и Сейберберг не всесилен. Ладно, все и так уже по пизде идет. Умрем, но хотя бы попытаемся. Ракушо! Ну, некоторые инструменты и несколько запчастей уцелели, но большая часть все-таки утеряна. Вот оно что. План провальный. Они попросту не успеют. Большая часть данных до сих пор на них. Если они умрут, вся операция кажется провальной. Ладно, обожди. Мы можем отправить ракету. Гипербуря войдет в пиковую фазу через часов 10. Ага, и вправду. Ракета успеет долететь туда. Прикрепим к ней ВАК, через 6 часов она будет там. Все, что останется... Егоцу, свяжись с агентами. Сообщим им месте сброса шаттла. Будет сделано. Да, нам это уже никак не воскресить. Агенты, планы изменились. В течение следующей пары часов над вами пролетит ракета-носитель с шаттлом. Мы уже согласовали точку эвакуации. Отправил ее вам. Двигайте туда немедленно. Слушай, ты главное не унывай. Ваше дело, ваши жертвы. Это все не напрасно, понимаешь? Пока я был на боевом, мне пришла весточка. Оказывается, этот конец человечества забрал мою семью. Все, что осталось, младший брат в реанимации. Думаешь, мне после этого захотелось умереть? Я найду того, кто сделал этот сериал, и, блядь, сожгу его живьем.
Живи, какой бы абсурдной ни была жизнь, живи, назло судьбе. Ну и к чему мы пришли? К тупику. В результате 2 проведенных операций нам удалось реконструировать 1/3 конца человечества. Однако, учитывая затраченные на это ресурсы и значительные жертвы среди состава исполнителей, мы пришли к решению пересмотреть проект «Айсберг». Именно это и есть целью текущего брифинга. По ходу обеих операций можно точно предположить, что нам противодействует некая неизвестная контрсила. Из наиболее вероятных прокси этого движения мы выделили самые очевидные – Альянс. Однако, Альянс уже давно не имеет и близко такого влияния, что имел каких-то 20-30 лет назад. Откуда у них есть ресурсы на проведение четко скоординированных выпадов против Сайберберга? Мы продолжили вести наше расследование. Это привело нас к тому, кто по высокой вероятности и стрелял в Тогожина. Кодовое имя – Рензо, бывший актер конца человечества. К сожалению, наша операция не может продолжаться, пока нам противодействует неизвестное. Именно поэтому мы требуем развернуть масштабную разведывательную миссию с целью захвата Рензо. У нас есть несколько десятков возможных мест, где может укрываться наш субъект. Сколько человек вам нужно? Насколько точна ваша выборка мест? Почему вы так уверены, что этот Рензо не просто шестерка в руках Альянса? Неужели имеющийся дефицит выделенных ресурсов не давит на вас? Вдруг субъект не будет обладать стратегической значимостью? И еще одно. По порядку. Нам необходимо меньше сотни оперативников. Выборка проводилась на основе нейроследа субъекта и спутниковой идентификации паттернов движения на базе динамического шума. Простым языком, Рензо неизбежно окажется в одном из этих мест. Это вопрос времени. Шестерка он или нет, мы заставим его промолвиться. Будь то добровольно или с применением широкого спектра технологий. К тому же, он участник конца человечества. Он по определению не может быть бесполезен в нашем контексте. Гражданин, вы арестованы по подозрению в содействии сил энтропии, а также госизмене. А я и не имею гражданства. Не стоит. Слышите? Да. Вы ждете от меня ответов? Понимаю. Говори. Конечно, вас интересует, почему Альянс внезапно активизировался против вас? Скажем так, Альянсу выгодно несуществование реконструированного конца человечества. Мне же хотелось бы увидеть другой конец. Другой конец? Победу Альянса. Однако я понимаю свое затруднительное положение, и ваше в том числе. Потому я предлагаю вам сделку. Я передам вам всю необходимую информацию, чтобы завершить реконструкцию кассеты. Взамен я прошу смерть 50% населения Сайберберга, и перед тем, как вы начнете размышлять, Альянс настроен серьезно. От нашего с вами диалога зависит их реакция.
и она последует немедленно. Это какой-то блеф. Комбайн уже давно не представляет угрозы человечеству, тем более Сайбербергу. Я скажу вам напрямую, у вас не выйдет восстановить конец человечества без моей помощи. Пока вы будете пытаться идти вопреки воле Альянса, вы потеряете больше людей, чем я предлагаю сейчас. А что насчет другого конца? Что это будет значить для тебя? Не имею обязанности это обсуждать. Сука, ну и как нам вести переговоры с таким мамкиным нигилистом? Тотчас, как вы согласитесь на эту сделку, я отговорю Альянс от любых нападок. Мы согласны. Портальные критики? Что происходит с реконструктором? Портальные критики — это проект... Просыпайся, просыпайся. А? Ты кто такой? Почему опять дверь? Выбито, что? Успокойся, военный. Все сейчас через несколько минут зальется кровью зомби. Пошли. Нет, вы не должны их убивать. Откуда они? Ах, как я мог это пропустить? Мы сейчас находимся в кинозале. Здесь недавно был найден мертвым мужчина средних лет. На пленке был печально известный ретро-сериал «Конец человечества». Подробности уточняются. Этот случай был приписан к тем же массовым суицидам, что происходит вот как уже несколько недель подряд. Важно уточнить. Все же, что суициды прекратились. И этот случай задокументирован как последний такой инцидент. Вызывая у многих облегчение с неким злорадством, смерть этого человека действительно остановила череду неудач для города Сайберберга. Спасибо, спасибо. Надеюсь, кино прошло нас более... Thank you.